Привет, мои дорогие девочки, мои сестры, мои котики, ласточки. Мы сейчас поговорим на такую тему. Катюша написала, Екатерина. Очень интересует вопрос, когда закончится черная полоса. Она уже написала давновато, но мы сейчас, девочки, перед Новым годом это рассматриваем. Когда закончится черная полоса в жизни, что нужно сделать, чтобы справиться с этой проблемой? В моем случае никто даже приблизительно не может ничего посоветовать. Черная полоса, девочки. Давайте посмотрим. Вот у кого сейчас черная полоса? Это мы будем здесь смотреть без вариантов. Потому что черная, когда идет полоса, она реально без вариантов. И если вы можете про себя сказать, что вы сейчас в черной полосе, да, что у вас вообще ничего не получается, все какое-то гей, непонятки какие-то существуют, мы с вами сейчас разберемся, как из этого выйти. Получится ли самому справиться, либо, девочки, мы справимся с вами. Просто вот последуйте моим советам и все. Понимаете? Потому что я сейчас буду с вами выруливать. И мое, знаете, любимое выражение сейчас, вот то, что я сама себе говорю, что я говорю близким, окружающим людям, не бросай штурвал, пилот. Не бросай штурвал. Как бы тебя ни трясло, ты в небе, ты за штурвалом, и ты не назовешь другого человека пилотом. Никто не придет тебе на помощь, только ты и существует и штурвал. И как ты себя правильно сейчас поведешь, не бросишь штурвал, да, то ты по-любому с этой ситуации выберешься, девочки. Или еще я люблю говорить про машиниста этого дизель-поезда, да. Ты за рулем этого дизеля поезда в ночи, у тебя один фонарь, это железная дорога, ты никуда не можешь свернуть, ты несешься в какую-то пустоту, в невесть. Вышла, остановила поезд, вышла, поплакала, рукавом вытерла глаза от слез, успокоилась, села, завелась и дальше поехала. Вот это вот выход из этой черной полосы. Только мы, девочки, выходим из нее. Нас кто-то туда проводит, подводит к этой черте, да. Но и нас там оставляют обычно. Нам никто не помогает. А знаете, с чем еще связана черная полоса? Она же связана еще с состоянием, например, ухода в мир иной, да, со состоянием смерти. Как бы это так ни звучало, мы все хотим, чтобы нас за ручку держали, да, убаюкивали и все остальное, но мы уходим одни туда. Мы не уходим с кем-то, мы уходим каждый в одиночку. Каждый в одиночку, девочки. И рождаться могут и по двое, да, а уходим каждый по одному. Но, и поэтому мы должны быть сильными. Мы должны быть, что, девочки, читать? Например, тибетскую книгу мертвых. Вы должны вот прям, знаете, к ней так относиться по-серьезному. Я тоже вам про нее вот как-нибудь поглубже простыми словами расскажу. Ну что, а давайте сейчас начнем с черной полосы. И тут у меня для вас, девочки, горит свеча. Ну, она уже очень нагрелась, короче. Очень нагрелась. Но я хотела вам поближе показать ее. Что это такое, мои дорогие? Знаете, что это за свеча? Эту свечу тоже я сделала сама. Я ее сейчас вот для себя использую, для того, чтобы вот пока я занимаюсь, да, гаданиями, магией, она очень долго горит, да, то есть я ее задую, потом опять зажигаю. Что тут такое, девочки? Тут соль, аметисты, обсидианы, мох и еще кое-что, девочки. Вот это осиное гнездо. И еще, ну тут уже не видно его. Ну, короче, вот тут вот у меня шершень. Вот он. Сейчас, девочки, поверну. Короче, вон, видите, вон там вот. Это шершень. Шершень, осиное гнездо, которое нападает на осиное гнездо. Вот такая вот у меня свеча, котики. Для магии и для чистки пространства своего и вашего тоже. Ну что, давайте посмотрим. Черная полоса в жизни сейчас. Что делать? Черная полоса в жизни сейчас. Что делать? У кого сейчас черная полоса в жизни? Это карта сигнификатор.
Да, ну вот она и выпала, девятка хазардов. И как ощущается вот эта черная полоса сейчас? Это, девочки, карта риска, карта черноты, одиночества, непонимания. То есть с вами никого нету. Вы в этой темноте одна. Ну, мы там сейчас, и я со своими двумя свечами, девочки, сейчас вместе с вами. Девятка хазардов. Смотрите, как написан здесь магазин. Dead Mart. Мертвый магазин. Понимаете? Я бы не сказала, что это безвыходная ситуация. Это не безвыходная ситуация. Безвыходные карты, девочки, там есть другие. Когда уже такой серый камень, как говорится, и какие-то ужасы. А это не ужасы. Просто это вот... И не, это не невезуха, кстати. Это не... Это просто состояние такое, состояние вашей души сейчас в первую очередь. На самом деле мир, вот он живет и дальше, да, есть вы, нету, он живет по своим правилам, по своим каким-то законам. У многих жизнь продолжается, у кого-то заканчивается, все остальное. У вас она не начинается и заканчивается. У вас вот эта черная полоса, она связана именно с вашим состоянием души. Понимаете, вот душа сейчас вот в таком состоянии. Черная полоса в жизни. Тройка хазардов. Это уже облегченная. Вы в обиде на других людей, которые вас не чувствуют, не помогают. А так ли на самом деле это? А вы, четверка кубков говорит, а вы в эту жизнь что, привели тех людей, которые могут вам помочь? Нет. Никого, девочки, рядом с вами нет в этой черной полосе. Знаете почему? По четверке кубков, а вы их не привели. Вы не привели тех людей, не взяли за руку кого-то, знаете, нету какого-то такого сильного душевного понимания. Вот те люди, с которыми вы вместе были, жили, они просто присутствовали, потому что вот это вот просто ваше окружение какое-то. Но именно тех, которые помогли бы вам подняться из этой вашей черной полосы, их нету. Их нету. По четверке кубков говорит, почему их нету. Потому что вы их не создали. Вы не создали себе вот тех людей, которые бы вас вытащили откуда-то. Понимаете? А что значит не создали? Возможно, вы кого-то не просили о помощи. Возможно, вы когда-то не посмотрели, что кому-то какая-то другая помощь нужна, да, и не помогли кому-то. Поэтому они еще как-то, эти люди в пути. Люди эти в пути. То есть они есть, но они не пришли. И сейчас они не успеют прийти к завершению вашей черной полосы, чтобы вам помочь. Десятка мечей. Они не придут. Но они показывают по четверке кубков, что они есть. Вы уже будете научены. Почему вы будете научены, я вам рассказываю. Верховной жрицей выпали вы. Это такое испытание для верховной жрицы. Это, девочки, для того, чтобы знать минимум и максимум, верховной жрице надо понимать, что такое минимум и что такое максимум. А чтобы это понять, это надо понять не на примере других людей, а на собственной шкуре. И вот сейчас вам дан вот этот вот ваш именно душевный минимум. Для того, чтобы вот вы погрузились в него и поняли про свое, все про свое вот это внутреннее одиночество. Есть люди, да и фиг на них, понимаете? Никого не надо ни о чем просить, помочь вам преодолеть. Потому что вы больше и больше, как верховная жрица, будете чувствовать эти разочарования. Потому что ваши люди, они еще не созданы вами. А верховная жрица– это та, которая создает этих людей. Она создает сама. А знаете, как создает? Простой пример, как в жизни это бывает. В книгах художественных, в романах это описано. Например, кто-то кому-то жизнь спасает, да? И когда он спасает эту жизнь кому-то, тот говорит, ну все, я тебе по гроб жизни обязан, да? Вот это и есть вот эти вот помощники, которые они как будто бы вам будут отдавать вот эти долги.
Верховная жрица, она создает этих людей, но не формирует их долги, да, а они сами к ней приходят с этими поддолгами, и только Верховная жрица может понять, кому она захочет помогать, кому она не захочет помогать. Вам нельзя помогать другим людям, кстати, да, вот у кого другие черные полосы идут, ну, в ваше окружение нету прям счастливых людей. Счастливые люди — это девочки, психически больные люди, потому что супер счастливых людей нет постоянно. Счастливых людей. Счастье — это момент между прошлым и будущим, да, или счастье — это какой-то вот момент, когда вы испытываете какую-то радость, или это может быть более пролонгированного времени, когда вы думаете, что счастье не может длиться вечно, девочки. Следование каким-то социальным нормам. Вот у меня семья, там дети, и работа, и все остальное, значит, я счастлива. Нет, это просто очень хорошее состояние, которое больше приводит к спокойствию души, да, чем счастье. Так что у вас сейчас это ваш кармический личный урок, мои дорогие. Черная полоса в жизни сейчас — это ваш индивидуальный кармический урок, когда вы щупаете ножками вот это дно, щупаете, и вы понимаете. И когда вы дальше, как Верховная Жрица, будете двигаться по жизни, вы будете помнить этот опыт, мои дорогие. Будете очень хорошо его помнить. Не вот эту трагедию, не эти эмоции, а именно то, что это было и как вы из этого вышли. Понимаете? И вы будете понимать силу свою. Вы будете понимать силу, и у вас появится вот это вот мерило Верховной Жрицы. Мерило, с помощью которого вы будете говорить про других людей. Этот слабый человек, а это сильный. Этот сможет, а этот нет. Этот тупой, этот умный. Этот счастливый, этот нет. Это богатый, это бедный. Вы будете их судить не мерилами, вот этими обычными социальными, людскими, которые у нас есть. Да? Хорошо одет, значит богатый. В это вот. Если в рваном пуховике, это значит бедный. Нет, девочки, вот эти мерила, которые вы добываете сейчас в этой своей черной полосе, они другие и иные. У вас не выпало здесь несчастье. У вас оно не выпало. Это ваша проверка. Понимаете? Это ваш урок, мои дорогие. И по девятке хазардов, да, это именно ваш урок. Ваш урок. Давайте еще посмотрим. Черная полоса в жизни. Она кончится, девочки. И скоро кончится. У вас просветы идут, знаете, какие из этой тьмы вашей? Кубковые. Самое главное, банально, совершенно банально скажу, но оно таки есть, да. Вы выйдете из этой черной своей дыры, из черной этой полосы, с этой кротовой норы, вы выберетесь через любовь, через людей, которые придут к вам. И они просто, когда вы даже будете как волчица озлобленная, да, такая голодная, озлобленная волчица, загнанная в угол, вы увидите, что они не захотят вас бить. Они не захотят вам зла. Вы будете четко видеть одним глазом, кто хотел вас прибить, кому вы были не нужны, кто желал вам зла. И будете видеть другим глазом. И будете удивляться этому. По семерке хазардов. Вы будете удивляться, а что так можно было? Неужели такое есть? И вы будете их ценить. Но они еще не пришли, девочки. Черная полоса в жизни сейчас. Что делать? Что делать? Король мечей выпал, девочки. Жизнь ничему не учит, скажем так. Она не научила вас до этого момента. Возле вас выпал король мечей. Это мужчина, девочки. Токсический, вампирический, абьюзивный, подлый, гадкий,
этот человек предатель. А вы не обращали на это внимания. Вы-то на своего врага-то не обращали внимания. Вы очень легко относились к этому человеку. Легко очень. А я вам скажу, почему легко. Думали, девочки, что вы не то, что там с него что-то поимеете. Король мечей, дурак и туз кости. Мы делили апельсин, нас много, а он один. Это, девочки, вы шли по дороге к своей этой черной полосе, и рядом были люди, на которых вы махали рукой, про которых вы никак не думали. Или думали, что они дурачки, они глупенькие, тупенькие. Обесценивание, девочки, было вот каких-то людей, и злых, и хороших. Вы знаете, почему вы дошли до черной полосы, вот как тут для Верховной Жрицы урок, да? В отношении к тем людям, которые были рядом с вами, вот даже больше, чем год, на самом деле, да? Больше, чем год. И я бы не сказала, что вы были к ним добры, или мудры, или справедливы. Нет, котики мои. Ваша вот эта черная полоса связана именно с тем, что вы сами не были справедливы к другим людям. И были довольно-таки поверхностные. И вот вы вот по этой поверхности, по тонкому льду пробежались до середины реки. А потом провалились. Провалились в прорубь, потому что бежали по верхам. Потому что думали, что по воде ходите. Потому что думали, вы так это легко. Но тут вообще не укор вам ни в чем. Потому что вы выпали Верховной Жрицы. Вы не выпали никакой тут дурочкой, не выпали просто обычной королевой какой-то, которая проходит какие-то вот преграды на своей жизни, на своем жизненном пути. Вы выпали Верховной Жрицей с уроком. И этот урок — это выбраться из этой проруби, в которую на самом деле загнали вы сами себя. Вы пытались вот кого-то обогнать, ну как-то и по дурости, понимаете, по дурости какой-то спор выигрывали. Вот потому вы в этой фигне и оказались. Ладно, давайте посмотрим, как с этого всего вылезти, девочки, сейчас. Но вот эти вот проблески классные вам идут, да, проблески, девочки, того, что вот типа возле вас не только там люди плохие, да, или равнодушные к вам, и вы чувствуете вот это одиночество. Дело в том, что хорошие люди придут вам, а они идут тяжеловато идут, но идут. И такой проблеск красивый есть. Как выйти из этой черной полосы? Опять выпала одна и та же карта. Четверка кубков. Через любовь. Они сами придут к вам, эти люди. Только вам отталкивать их нельзя будет. Неожиданно придут. И вы не будете верить, что это они, эти люди. Доверять не будете им. Не будете даже понимать, они ли это. Девочки, смотрите. Выпадает нулевой старший аркан. И выпадала Верховная Жрица. У вас сейчас состояние, когда вы уже дурости натворили. Вот вы натворили уже все, что только можно было сделать для старшего аркана дурака, вы уже все сделали. Вот все сделали. Вот чтобы попасть в эту черную полосу. Вот сделали все. Другие вам помогли сделать тоже это все. Но вы идете до Верховной Жрицы. Маг, между прочим, между нулевым и вторым старшим арканом карта мага идет, да. Маг — это действие, магическое действие, да. То, что делает именно маг. Маг — это человек, колдун, ведьма, те, которые что-то совершают для того, чтобы сбылась их цель. Когда эта цель сбывается, маг превращается в Верховную Жрицу, там дальше все остальное идет. Поняли? Вот и все.
И вот от этого нулевого старшего аркана, от этого дна просто надо стать на него двумя ногами и оттолкнуться. Банально, но так. И когда вы оттолкнетесь и будете вот прям в эту прорубь, в этот вот просвет выплывать, да, откройте глаза в воде и оглянитесь, потому что вы увидите, что вы там не одни. Но среди этих людей, которые под водой в этой же проруби, это не ваши друзья, это не ваши знакомые, это никто из вашего окружения. Нет, это незнакомые люди, с которыми вы не знакомы. А сказать им под водой невозможно ничего. Рот не открывается, захлебнешься же, правда? А ты сейчас этого не понимаешь. Знаешь почему? Потому что ты еще пока в этом нулевом старшем аркане. Ты еще не в состоянии мага. Ты знаешь, когда вот по времени, вот мы сейчас гадаем, девочки, это у нас предновогодний, да, расклад. Но по ощущениям, когда вот это сбудется, когда вот через 4 месяца, вот именно через 4 месяца, ты вот это вот свою вот эту черную полосу будешь вспоминать как какой-то опыт. То есть он у тебя уже отложится в голове. Вот, ну да, я через это прошла, я это знаю. То есть кончится он гораздо раньше. Но вспоминать и понимать, что это, ты будешь через месяца 4. Это январь, февраль, март, апрель. Да, девочки. Ну или смотри, если ты смотришь где-то это видео, тебе попалось гадание в феврале там или еще когда-нибудь, неважно когда, да, а считай 4 месяца, и в тот новый месяц ты будешь прям знать, что это твой опыт. Когда эта черная полоса закончится. Что тебе делать, чтобы с нее выйти? Как тебе понять, что ты отсюда выбираешься? Король кубковый, десятка кубков, 20-й старший аркан, четверка мечей. Девочки, смотрите, есть одно такое вот правило для этого теперешнего состояния. Вы тоже можете быть с ним не согласны. Я сама тоже не всегда с этим согласна бываю, но оно выпало, и я должна сказать. Четверка кубков, четверка мечей выпала. Король кубковый, десятка кубков, суд и дорожка. Что это значит, девочки? Как повернуть вот это, да? Все, чтобы вы перестали чувствовать себя в черной полосе. Знаете как? А вы помните какого-то человека, которого где-то когда-то обидели? Помните? Мужчину этого помните, девочка? А вы напишите ему: прошу у тебя прощения. Прости меня. Прости меня, если сможешь. Прости меня за то, что я там что-то тебе делала. А я бы даже, знаете что, даже не писала именно за то, что вы чувствуете, потому что хрен вы в этом нулевом старшем аркане что-то чувствуете. Я бы просто написала: прости меня за все, если сможешь. И если этот человек вам ответит: прощаю, или там да, ты ни в чем не виновата, или даже вообще ничего не ответит, это, девочки, вы вставили ключ в замок и повернули. Почему-то какое-то прощение идет. Попроси прощения, говорит, у какого-то человека, который к тебе хорошо относился. И неважно, даже если он, девочки, вот простит вас или не простит. Главное, что вы вот это вот обратное действие сделали. Вы сделаете это обратное действие. И помните, я говорила, что появятся люди, вы разомкнете уста так. Понимаете? Вот в проруби, в воде, когда поднимаетесь вверх, вы разомкнете уста. Вы их не можете разомкнуть, потому что вы думаете, что вы задохнетесь, утонете. А вот это вот назад, королю водному, кубковому, как скажете, как напишите, вы как раз разомкнете эти уста. И у вас вот эта четверка мечей, закрыты эти дороги ваши, откроются, и начнется шестерка кубков. И пойдя по этой дорожке, вы выйдете на тех людей, которые вас поддержат, и вы начнете понимать вот это состояние,
ни конфронтации всяких, и не того какого-то проблемного общения с людьми другими. Вы как-то будете, знаете, одухотвореннее. А этот другой человек, неважно, вот вы как-то кого-то обидели, девочки, вы реально этого человека обидели. Возьмите, напишите в соцсетях, попросите прощения у одного, у второго, у третьего. Вот, кстати, да, вот я вам об этом сегодня говорю, девочки, знаете, что я вспомнила, да? Короче, я тоже гавкалась на днях. Ну, как гавкалась, я не особо гавкалась, но было такое, что меня тут обозвали, короче. Такими, знаете, я даже не буду это переводить, но это, кстати, на другом языке. Я это не буду переводить, потому что это такое, знаете, личная такая трепка матная. И, короче, что мне сегодня... Это меня так поздравляют, понимаете? И знаете, в чем прикол? Что вот я не совсем попросила прощения, но к тому, что я говорю, знаешь, вместо того, чтобы, знаете, вот гавкаться, да, я написала, что, блин, тебе надо вот от этих людей избавиться. Зачем тебе они, да? Беги, аларм, ну и все такое. И мне как-то легче тоже стало. И я вот смотрю, вам вот такое вот выпадает, и мне вспомнил, а сегодня, знаете, какое число, девочки, когда я это делаю? И я это делала, девочки, смотрите, когда... Ну, короче, 25 декабря как раз было католическое Рождество. Католическое Рождество, девочки. И этот человек католик. Охрененно. В общем, попросите, пожалуйста, у кого-то прощения. И развернется время, девочки. Оно развернется. Вы будете уже чувствовать его по-другому. И эту черную полосу вы будете как-то по-другому ощущать. Двойка костей. Императрица. И двойка хазардов. Да, девочки, вот то, что я вам посоветовала, это вот 1000000%. Двойка хазардов, и двойка костей, и императрица. Вы как мечетесь, а перестанете метаться, и вот эта черная полоса, двойка хазардов, ну, это я уже расклад сняла, да, двойка хазардов, девятка хазардов, которая вам шла, она уйдет. И тут двойки. Вы собственными руками вот это вот... Это не совсем такая прям черная дыра, черная полоса. Это больше, знаете, непонимание себя и других людей вокруг. Но вы с этого состояния выйдете. Надо просто попросить... Вот попросите, девочки, вот попросите. Потом вот вы попросите прощения. Надо словить это вот чувство, вайб, или как оно там по-другому называется, когда кто-то вас вот простит. У меня, кстати, тоже вот идея. Хотя у меня, в принципе, черной полосы сейчас нету, но иногда, знаете, на меня что-то тоже находит, иногда такое. И это, и я вот прям с вами вместе думаю, тоже я. У меня есть у кого попросить прощения. Да? Есть у кого. Хотя я тоже не считаю себя, типа, виноватой. Но вот что-то такое душевное хочется. Попрошу тоже. Разблокирую на телефоне и попрошу. У мужчины. Ну, вот такие дела, котики. Сделайте это. И потом, когда вы вот напишите это прощение, когда вот там, где до слез, вот знаете, кому-то, прости меня за все, если сможешь. И все, больше ничего не пишите. Вот главное, что, ну, чтобы вы вот трепыхали немного в этот момент, как написали. И когда до этого человека это дойдет, у живого просите, не у мертвых, девочки. Если кто-то хочет у мертвых просить, это не то немного будет. Выберите какого-нибудь такого человека, с которым давно не общаетесь. Хотя бы, да? Мужчину, женщину. Ну, лучше мужчину, конечно, противоположный пол. Чтобы перейти на противоположную сторону. И вот в ближайшие дни после этого ответит он, не ответит. Там не важно дальше ваше общение, не важно. Главное, чтобы вы вот это вот выдавили из себя, да?
вы увидите, что дверь-то открыта. Дверь-то ваша открыта, мои дорогие верховные жрицы. И вы не дура, не нулевой старший аркан. Вы хотели знать вот этот первый старший аркан мага, какое это действие есть? Я вам его сказала. Вам осталось только сделать его, чтобы понять о своей черной полосе все и выйти из нее, и забыть ее, оставив только такое, знаете, впечатление человека, прожившего, сильного человека, которому еще, как верховной жрице, других учить жизни надо. Все, мои дорогие, люблю вас, целую, обнимаю. Пока-пока.